Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, это очередной выпуск новостей с данными о движении собеседований по DV 2021 в разных странах. Как вы знаете, в начале мая посольства США во многих странах, включая Украину, Польшу и Казахстан, разослали немало приглашений на интервью. Кроме того, к списку стран, которые уже начали обрабатывать кейсы победителей, присоединились Великобритания, Испания и Франция, а значит, Европа все больше и больше выходит из затяжной спячки, и это хороший знак. Но, несмотря на это, 43 страны, включая Россию, Турцию, Узбекистан и Туркменистан, до сих пор не отправили ни одного приглашения на интервью. Когда ситуация изменится в лучшую сторону для неработающих посольств, я не знаю. И скажу больше, даже если вы напрямую свяжетесь с интересующим вас посольством по телефону или почте, ответы вы не получите. О том, что посольства начали работать, мы все узнаем только по факту. И как только такая информация появится, я обязательно сообщу. Ну а пока что давайте поговорим о тех странах, где собеседование хотя и медленно, но все же назначают. По всему миру уже более 2000 победителей получили приглашение на интервью. Это по-прежнему капля в море, но в отличие от периода с октября по март, дело сдвинулось с мертвой точки и продолжает набирать обороты. Более подробную статистику по всем странам вы можете посмотреть на этих скриншотах. Я напоминаю, это неофициальная статистика, но все данные вытягиваются из официального сайта Консульского центра США по электронным обращениям и дополняются данными победителей. Ссылку на источники я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Но здесь, как я вижу, еще не обновилась информация по Казахстану и Грузии, а я знаю точно, некоторые из наших подписчиков в начале мая тоже получили приглашение на интервью в этих странах. Не считая вышеперечисленные и африканские страны, новое собеседование назначили в Италии, Албании, Болгарии, Хорватии и Армении. Для всех остальных, к сожалению, по-прежнему без изменений. Кстати, в прошлом видео я спрашивала, как обстоят дела с назначением интервью для граждан Азербайджана, интервью которых должны проходить в Грузии. И получив ответы, могу сказать теперь точно, собеседование назначают, и даже больше. Несколько граждан Азербайджана уже успели получить свои визы и улететь в США. Так что теперь остается только ждать и надеяться на то, что посольства будут только увеличивать скорость работы, чтобы собеседования успели пройти как можно больше победителей. На сегодня все, друзья. Я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.